Кто слово «революшн» использовал в Европе в первый раз? Никогда не догадаетесь, Николай Коперник. Я буду предлагать все-таки сравнивать наш бунтажный век с европейским. Что делают наши бунтовщики первым делом? Организуют совет. Новая власть во главе с Плещеевым развернула масштабный бизнес. С чего все началось? Наши решили надуть шведов. 1 человек казнен по итогам такого масштабного бунта в Новгороде. Денег нет, но вы держитесь, как говорится. Идея была простая. Давайте наравне с серебряными запустим и медные деньги. Наказанием было четвертование и потрошение. Четвертованное тело вскрывали, внутренние органы изымали, и куски тела и вот это всего развешивалось на разных местах для устрашения. Будем служить по старым книгам. Отсутствие карательного аппарата, мощного, репрессивного, это как раз свидетельство не слабости, это свидетельство силы государства. Добрый день, дорогие друзья. Небольшое вступление. Я очень рад, что мы тут собрались после довольно длительного перерыва. У нас формат уникальный и не очень, честно говоря, даже удобный для лектора. У меня есть некоторый преподавательский опыт, лет 25. Но преподаватель всегда рассказывает примерно одно и то же. С разными вариациями, естественно. Но это знакомый, изученный им досконально материал. Ну, про артистов разговорного жанра и говорить нечего. Эти талантливые люди, их ночью разбуди. Они знают по памяти на подкорке свою роль. У нас же с вами формат совершенно другой, потому что то, что я вам рассказываю, я произношу вслух в первый раз. Конечно, есть наработки, подробный план, но все равно вслух это произносится в первый и последний раз. Я к чему это вам рассказываю? Материал сложный. Если что не так, прошу меня простить, это всегда премьерное выступление и обычно выступление единственное. Хорошо? Да, спасибо большое. 17 век вошел в историю как бунтажный. Противоречие налицо. Царь Алексей Михайлович Тишайший, а век бунтажный. Но мы уже говорили с вами о том, что Тишайший – это словесное недоразумение, никаким Тишайшим он не был. А вот бунтажный век назвали профессиональные историки, потому что действительно такого в нашей истории никогда не было. Начиная от смуты, от гражданской войны, войны всех против всех, движения Болотникова, и дальше понеслось восстание в городах, в столицах, Степан Разин, Разинщина, в конце концов раскол, Хованщина и стрелецкий бунт, который у нас относится в памяти с царевной Софией и Петром Первым, но это тоже 17 век. То есть весь 17 век сплошное неуспокоение. И заставляет поднять важное соображение, а что есть русский бунт, который бессмысленный и беспощадный, который какой-то особый. И всегда, когда мы говорим о восстаниях, мятежах, будь это Антоновщина в годы Гражданской войны, Махновщина, восстание 905 года, восстание Пугачева, что это такое? В чем природа, в чем истоки русского бунта? В чем причина? Историки-марксисты подходили к этому делу достаточно и системно. Это называлось обострение классовой борьбы. Ну, понятно, 17 век. Усиление крепостного гнета, формализация крепостного права соборным уложением 1649 года. Соответственно, ответом стало обострение классовой борьбы и народное сопротивление. Но дело в том, что история-то наша гораздо сложнее. И вот такие примитивные схемы ответ на вопрос «почему» зачастую не дают. История наша гораздо интереснее, поэтому давайте всмотримся в нее попристальнее. Что здесь важно? Ни один из бунтов 17 века нельзя называть словом «революция». Революция от слова «revolution», «revolt», «переворачивать», «перемещать», передвигать. Слово «переворот», собственно, переворот, дословно, это революция. Кстати, кто слово «revolution» использовал в Европе в первый раз? Никогда не догадаетесь, Николай Коперник в своих трудах. Но он имел в виду перемещение небесных тел, естественно. А потом это стало называться революцией.
понятном нам смысле никто из бунтовщиков 17 века не предлагал, не дай бог, свергнуть царя или вообще что-то поменять в системе мироздания, в системе управления Россией. Нет. Они, наоборот, все выступали за царя-батюшку. Когда восставшие Степана Разина как-то на кругу порешили, процитирую, «вывести всех изменников, а черным людям дать свободу», то есть обсуждение приняло опасные формы. Степан Разин вышел на круг, обнажил саблю и громогласно объявил: «Лучше мне этой саблей голову отсеките, но никогда на царя-батюшку руку не подниму». Круг сразу успокоился, все закричали «Люба, Люба, Люба». Продолжили обсуждение, что все-таки царя-батюшку надо защищать. Вешать надо бояр-изменников. Понятно, что, как в известной поговорке, царь хороший, боярышник плохой. Но вот это то, что историки-марксисты, все историки называли наивным монархизм. Ну что такое наивный монархизм? Опять же, вспомним начало 17 века. У нас откуда царь-батюшка появился? В результате первого в мире всенародного переучреждения государства. Он был избран, ну, почти что в понятиях того века, всенародным волеизъявлением. Что наивного в этом стремлении оградить объект своего избрания от злых бояр, от изменников, от тех, кто его окружает? И при этом сохранить. В этом наивного ничего нету. Тогда, простите, вера цивилизованного французского народа в то, что король может наложением рук исцелять от всех болезней, это гораздо более наивно. Разве не так? Или японцы. У них император кто? Сын Бога. Ну, точнее говоря, прапраправнук. По прямой линии. Они ведь ведут генеалогию по сегодняшний день. Это ли не наивно? В общем, наши восставшие в 17 века были в массе своей уверены, что они не против царя. Что они расправляются со злыми боярами, они царя освобождают от злых слуг, которые не радеют царю, которые, короче, изменники. И самое любопытное, что убив, повесив кого-либо из бояр и воевод, что делали восставшие первым делом? Писали челобитную царю. Мол, вот, государь, поздравь нас, вывели на чистую воду очередного негодяя. И челобитную в Москву отправляли. Это была искренняя вера людей того времени. Кстати сказать, именно поэтому, когда Разин потом поплывет на Москву, кто с ним поплывет в этой флотилии? На отдельных стругах, обитых по легендам, один красным бархатом, а другой черным, якобы патриарх Никон, ну, точнее говоря, кто-то, кто будет наряжен в митрополичье одеяния. Одеяния они эти безжалостно содрали с астраханского митрополита. Он выглядел издалека как патриарх Никон, а второй, по слухам, какой-то мальчик, юноша с Кавказа, он будет изображать царевича Алексея. Тогда тоже был царевич Алексей, Алексей Алексеевич, наследник престола, сын Алексея Михайловича. Ну, он умер в неполные 16 лет в Москве, но, как объясняли разинцы, ничего не умер, а от злых бояр сбежал. К кому ему бежать? Естественно, к казакам, которые единственные защитники русского народа и хорошего царя. События 17 века кровавые. Я бы хотел, чтобы мы не просто же выписали все эти жестокости, но и постарались погрузиться в исторический контекст, потому что у нас ведь вечно предлагают на историю смотреть довольно-таки косым взглядом, сравнивать деятелей истории с представлениями о нравственности, добре и зле сегодняшнего дня. Ну, конечно, если сравнивать Малюту Скуратова с матерью Терезой, а Ивана Грозного с Махатмой Ганди, выглядит это чудовищно. Но тогда были другие нравы, и все было иначе. Поэтому я буду предлагать все-таки сравнивать наш бунтажный век с европейским. Не для того, чтобы оправдать что-то, чтобы объяснить, в каком контексте жили и те, кто восставал, и те, кто сражался с ними, в каком моральном контексте, в какой атмосфере они тогда существовали. Начну с эпизода малоизвестного, который я назвал «Томская республика». Город Томск. Важный форпост освоения Сибири. Это острог. Много казаков, много служилых людей.
Власть представлена воеводой и замом воеводы, который назывался тогда вторым воеводой. Ну и несколько у них было каких-то подручных. А вот вооруженных людей в Остроге очень много. Собственно, воевода и его зам и есть единственные источники власти. Они и губернатор, и полпред президента, и заксобрание, и прокуроры, адвокаты, судья, и палач, и все в одном лице. Как мы понимаем, путь из Томска до Москвы в лучшем случае несколько месяцев, это если доберешься. Поэтому воевода так и говорил: «Я вам тут сам Москва». И вот 1637 год, первый томский бунт. Началось с того, что до Томска докатились идеи правительства боярина Морозова, нам знакомого. Чубайс 17 века, он занимался бюджетным секвестром. Он сокращал бюджетные расходы и пытался повысить бюджетные доходы. Ну, примерно с той же уклюжестью. В рамках понижения бюджетных расходов боярин Морозов решил сократить жалования служилым людям, включая стрельцов. Логика была такая: если у вас есть какой-то свой малый бизнес, лавка или земельный надел, то вы в свободное от работы время землю пашите, торгуете, а жалование государства мы вам уполовиним. Все равно ведь вы не все рабочее время, не 8 часов на работе, а только когда призовут, поэтому как-нибудь сами. Все дружно возмутились. И против кого? Ну, понятно, что не против боярина Морозова, до которого добираться полгода, а против воеводы. Видимо, к воеводе там и до этого было немало претензий. Что делают наши бунтовщики первым делом? Организуют совет. Тогда это называлось круг, ну, иногда и совет тоже называли, народных депутатов. И вот этот совет служилых людей и казаков воеводу объявляют изменником. Обвинение такое, очень забавно. Запустошил Томск. Запустошил. Мне это слово очень нравится. Плохо управлял. Плохой губернатор. По решению совета воеводу освободили от занимаемой должности. Тюрьму предварительно вскрыли, всех, кто там сидел, выпустили. Воеводу, соответственно, туда. Называлось это «отказали воеводе от воеводства». Мол, с таким воеводой, цитирую, «государеву указу не слушать». Понимаете, как хотите. Предводители поехали в Москву искать правду. Если посмотреть челобитные, они все сохранились. Там им приходилось много страдать в Томске. Кавычки. «Закладывать и продавать жен своих и детей для постройки какой-то воеводиной мельницы, а также удовлетворения другого воеводского лихаимства». В общем, история про генеральские дачи имеет глубокие исторические корни. В общем, беспредел. Свободных людей воевода заставлял какую-то мельницу строить. Итог. Правительство челобитчиков выслушало, воеводу заменило, и воеводу прислало нового. Больше года Томск самоуправлялся, как республика, советом казачьих и служилых депутатов. Но жертв нет. Тот же 1637 год, начнем с Восточной Европы, восстание Павлюка. Павлюк – это прозвище, не фамилия, это гетман запорожского войска, предшественник Богдана Хмельницкого, который так же, как Богдан Хмельницкий, поднял казаков против Польши. Восстание было подавлено. Согласно славянской энциклопедии, после поражения запорожского казачества, тот же год, 1637, от Нежина до Днепра, можете проверить по Яндекс.Картам, километров 100, вдоль всей дороги, куда там древним римлянам и восстанию Спартака, вдоль всей дороги были установлены колья в зоне видимости, на каждое был посажено по казаку. Ну, а самого Павлюка в Варшаве заживо публично содрали кожу. Вы понимаете, откуда запорожским казакам после всего этого было испытывать какие-то позитивные чувства к польским магнатам и польской короне. Вернемся к Томску. Прошло 10 лет. Тот же Томск, наш республиканский, опять что-то там воевода стал чудить. В общем, сценарий тот же самый. Воевода уже другой, князь Щербатов. Опять казаки возмутились и служилые, арестовали воеводу, посадили его под замок. Из канцелярии опять вытащили документы, сожгли их торжественно. Но пошли по другому пути. Помимо совета, власть передали второму воеводе, тому самому заместителю. Но договорились, что второй воевода всем распоряжается, но по согласованию с советом. Фактически двоевластие, как
в 17 году Петросовет и Временное правительство. Вот воевода главный, второй, хороший, но по согласованию с Советом. Такая конституционная Томская республика или монархия. Опять же, челобитчики в Москву, Москва разбиралась. Там, кстати, что любопытно, воеводил второй воевода, а у Совета был свой руководитель выбран. Глава этого Томского совета – сын боярский Плещеев, Гришка. Плещеев – фамилия известная. Это племянник самого главного лихаимца московского, главы приказа Плещеева, которого во время соляного бунта в Москве приговорил царь к смертной казни по требованию московского люда, но который не дошел до плахи, его растерзали. И вот его племянник тоже за многое лихаимство был сослан в Сибирь. Ну, не подумайте, что на каторгу. Но все-таки сын боярский, а с кадрами у нас нехватка в провинции, поэтому его, как тогда сказали, поверстали на государственную службу. И он служил в офисе воеводы, стал помощником второго воеводы, ну а когда начался бунт, моментально примкнул к республике. Новая власть во главе с Плещеевым развернула масштабный бизнес. Они занялись, перехожу на язык 20 века, бутлегерством, наркопроизводством и наркотрафиком. Это все государственная монополия. Производство, продажи спиртного. Ну, понятно, что тогда нравы-то были не то, что сейчас, о наркотиках знать не знали, но был табак. Тоже вещь строго запрещенная. Это не мешало Плещееву тоже заняться какими-то продажами табака направо-налево. В конце концов, из Москвы прибыла следственная комиссия, долго допрашивала и тех, и этих, разбиралась, кого-то порола, но никого не казнила. Опять сменили местную верхушку. Руководители республики освободили от занимаемых должностей и отправили бунтовать куда-нибудь подальше на восток, включая того самого Плещеева. Он и там не успокоился, ударял за чьей-то женой, и из ревности его зарезали. Воеводу князя Щербатова, пострадавшего, сидевшего в собственной же тюрьме, отозвали в Москву на повышение за то, что он мучился. Вот так опять никаких ни жертв, ничего. Так закончилась Вторая Томская республика. Республика – это что у нас? Как переводится? Общее дело. Правильно, республика – общее дело. Вот общее дело казаков служилых завершилось в Томске снова бескровно. Так в 17 веке, конечно, было не всегда. Есть два известных бунта – Соляной и Медный. Оба московские. И, конечно, мой рассказ о бунтажном веке будет без этого неполно. Про соляной бунт я немного рассказывал. Бюджетный дефицит. Хотели наполнить казну. Кому-то пришла в голову блестящая идея отменить те налоги, которые и так не собирают, а ввести налоги, которые проще собрать. Косвенный налог. Идея, кстати, неплохая. Ввели налог на соль. И подробно объясняли, в чем преимущество этого налога. Что, мол, все будут платить по потребностям. Кто много кушает, либо ведет какую-то активную заготовку рыбы, ну, в рамках бизнеса мяса, те будут больше покупать соли и больше платить государевой пошлины. А те, кто обычные люди, простые, они вообще почти ничего платить не будут. А вместо этого отменяется два больших налога. Это стрелецкий налог, стрелецкие деньги, и ямские деньги. Хотели как лучше, получилось как всегда. Получилось плохо. Почему эта реформа стала такой непопулярной и провалилась? Потому что, с одной стороны, вроде как нормально, когда каждый платит от потребления. Вы знаете, это очень похоже на наш налог с продаж. Помните, у нас был тогда налог с продаж? 5%, по-моему, какое-то время. В чеке просто 5%. Много покупаешь, много платишь. Мало покупаешь, мало платишь. Вроде все честно. Но как-то нам всем не нравилось. К цене товара еще 5%, неизвестно за что. Кстати, в Штатах, почти во всех Штатах, разный процент, там есть, там до 10 доходит. Такой же налог с продаж. Или, например, если ты покупаешь автомобиль, то платишь транспортный налог не потому, что у тебя есть автомобиль, а пропорционально количеству лошадиных сил. Понятно, у тебя Феррари, ты больше платишь, чем за какую-нибудь там Ладу Приора. Честно? Честно. Вот те, кто разрабатывал соляной налог при Алексее Михайловиче, рассуждали так же. Но есть нюансы. Что произошло? Ну, понятно, что цены взлетели. Соль – главный консервант. Страна у нас православная, много постов. В пост что можно есть? Рыбу. Поэтому рыба – самый ходовой товар. Плюс страна еще речная, рыба дешевая. Но рыба портится. Чтобы она не портилась, ее надо солить.
Соленая рыба – главная белковая еда. Резко подорожала. То есть, соответственно, бедняки сократили потребление. Те, кто занимались заготовками рыбы с перепугу, стали недосаливать, рыба стала портиться. Весь рыбный промысел стал испытывать страшнейшие финансовые проблемы, многие разорились. Богатые, которые должны были платить больше, монастыри, бояре, у них огромные запасы, они вообще не торопились покупать что-то новое. У них все хорошо и с солью, и с продуктами, поэтому поступлений в казну на самом деле немного. Ну и плюс ко всему, так как отменили два главных прямых налога, стрелецкий и имской, я сейчас расскажу, что это за налоги были, упало жалование всех, кто связан с транспортом. Ямские деньги шли на содержание ямской службы, нашей гордости российской. Это оплата гонцов, разных там должностных лиц, связанных с доставкой донесений, почтовых служащих, как бы сейчас сказали. Ямы – это почтовые станции на дорогах. Соответственно, часть этих денег шла и на содержание дорог в том числе. Ну и все, кто с этим связаны, стали просто получать меньше денег, потому что ямские деньги отменили. Далее, стрелецкие деньги, деньги, которые идут напрямую на содержание стрелецкого войска. Денег тоже стало меньше. Стрелецкие деньги, тем более такой налог был сложен, он менялся каждый год в зависимости от численности стрелецкого войска. Буквально от экономической ситуации. Очень сложно рассчитывался. Главное, единица налогообложения называлась, кто-нибудь знает? Никогда не угадаете. Саха. Да, буквально та самая, которая пашет. Саха в стародавние времена – это на самом деле участок земли, который можно вспахать сахой за один день. Потом уже забылось, от чего произошло это слово, и саха стала названием либо просто измерения участка земли, но не в смысле площади, а в смысле единицы налогообложения. Поэтому сохи разные. Черноземная саха одна, нечерноземная другая, северная третья. Единица площади земли называлась четь. Четь – это примерно полгектара. И вот саха могла быть 1000 четей. Это плохая земля. С нее много не соберешь, и налог низкий поэтому. А хорошая земля могла быть 500 четей или даже меньше. Та же самая саха. В общем, этим несложно было запутаться. И плохо собирались стрелецкие деньги, но как только их перестали собирать, опять же, стрельцы стали получать меньше жалования, потому что соляные еще не поступают, а стрелецкие уже перестали поступать. И вот то, о чем я вам рассказывал, пример Томской республики, стрельцы все недовольны. Сейчас стрелец о себе немного расскажет, чтобы вы понимали, как он выглядел, чем был вооружен и чем занимался на самом деле. Вот это не просто стрелец, это сотрудник нашего музея военной формы с Никитской. Приветствую вас, дорогие друзья. Стрелец 5-го приказа Заяузского Федора Александрова, один из московских стрельцов 22 полков на 1672 год. Сама стрелецкая армия была учреждена еще во время правления Ивана Васильевича Грозного. В середине 16 века, 1550 год, уложение стрелецкой службы. И с того момента они показали себя верными ратниками. Как они вписываются в эту систему? К тому моменту уже другая династия. Стрельцы, прошедшие Ливонскую кампанию и отражавшие набеги кочевников с юга, уже зарекомендовавшие себя как хорошие не только военные, но и стражи порядка, в том числе выполняющие функции современной полиции, Росгвардии, а также пожарных. Правильно назывался не стрелец, а в огненного боя стрелец. Чтобы было точно понятно, стрелец – это человек, который из лука стреляет. А в огненного боя стрелец всем было ясно. Это человек, который использует огнестрельное оружие. Пройдя через Ливонскую войну, пройдя через Молодинскую битву, осаду Москвы 1591 года, в 17 веке после смутного времени ребята прошли через кровь и пот Смоленской кампании 32-34 годов, в ходе которой они полностью изменили свой внешний облик в плане вооружения. Чем я вооружен? У меня мушкет, орудие, поступившее к нашу страну из Голландии в 30-е годы 17 века. Затем, разумеется, и пороховнички. Бандельер, как в оригинале, по-нашему звали перевязь. Перевязь – это, в принципе, кожаный ремень, поэтому уточнение. Перевязь с зарядцами.
Используя это вооружение, зарядец хранил в себе ровно столько пороха, сколько нужно на один выстрел. Стрелец мог использовать орудие куда более точное по сравнению с пищалями, хотя пищаль слово более широкое. Но дистанция боя все равно в среднем велась где-то 50 метров и ближе. Сотником стрелецким с 1647 года царь Алексей Михайлович утверждает дистанцию боя 40 метров и ближе. Один в поле не воин, все знают фразу. Стрельцы не бились одни. Изучив тактику Европы, тактику линейной стрельбы, они бились уже на вторую половину 17 века по подобию Европы капральскими делениями. По 25 бойцов, объединяющиеся в стрелецкие сотни. Сотник командовал ею, а командовал всем полком стрелецкий голова. Смысл этой тактики, если коротко, заключается в обрушении на врага огня, огненного бою на близкой дистанции с очень быстрой, дисциплинированной заменой друг друга. Уходить назад, перезаряжаться и, если нужно, вести непрерывный огонь. Стрельцы показали свою эффективность, и последнее, что стоит уточнить, часто стрельца называют мушкетером. Однако самое важное и ключевое их отличие – это их тактики. Стрельцы, наш народ, всегда полагался прежде всего на укрепление. Стрельцы хороши еще и в осадном сидении при обороне. Так вот, стрельцы, полагаясь на тактику гуляй-города, крепости, всегда старались обороняться самостоятельно, в отличие от мушкетеров, которые непрерывно шли рядом с пикинерами. На случай с кавалерией пикинеры останавливали. Алибардисты помогали люди с алибардами, мушкетеры вели дальний бой. А стрелец прибегал ко второму оружию. Оно нам известно как бердыш. Орудие, которого во второй половине 17 века имеет особое распространение в стрелецкой армии, да, не мы его изобрели. Но нашей армии доводилось до совершенства ведения тактики. Стрельцы, на случай, если кавалерист на них нападал, укрепления останавливали, мог уже вести бой со стоящим всадником. К сожалению, это не помощь против тарана, но вполне себе хорошая помощь, что превратит стрельца не только в превосходного стрелка, но и в пехоту. 4 вида жалования. Стрельцы получали суконное жалование, соляное жалование, хлебное жалование и денежное жалование. В плане бунта они всегда происходят либо в момент экономической нестабильности, либо при смене власти. Потому что ни один царь не гарантирует следующий то, что гарантировал другой. Поэтому за царя они бились как за отца. На этом, я думаю, можно закончить. Спасибо. Самое главное, самое интересное, еще раз обращу ваше внимание. Стрельцы за рогатками или за телегами, чтобы конница не сломала строй. И он ведет огонь. А чтобы огонь был непрерывным, стрельцы меняются местами. Это тактика. Тогда не стреляли с колена. Сделали залп, отошла шеренга назад. Перезаряжает. Сделала залп вторая. Нет детальных описаний этого боя. Это мы так реконструируем. Но сколько таких было стреляющих шеренг? По идее, не меньше 3. А возможно и больше. Иногда на картинах рисуют 5-6 шеренг. Хотя это довольно сложно. Даже дым же был страшный. Поэтому надо еще паузу делать небольшую между выстрелами. Иначе просто ничего не видно. А мушкетеры, они всегда закрываются пикинерами с огромными пиками. В 5-7 метров. Тоже от кавалерии. Пока мушкетеры перезаряжаются. В этом отношении тактика стрельцов, она даже интереснее. И чем-то напоминает тактику римских легионов. Кто видел сериал «Рим»? 1 человек. 2, 3. Изучал тактику стрельцов. Можно не смотреть весь сериал, достаточно посмотреть 10 минут первой серии. Там отлично показано, тоже реконструированное, конечно, но показано как бы в идеале, как римские легионеры сражаются с варварами. Все время уставшие ряды меняются с задними, по команде, по свистку центуриона, отходят назад, щиты смыкаются, щиты размыкаются. Посмотрите, 10 минут, это очень интересно. Вот у стрельцов была настоящая древнеримская тактика, только усовершенствованная. Спасибо большое. Для того, чтобы дождаться, когда начнут поступать деньги от соляного налога, надо было подождать. У правительства не было ни времени, ни денег, ни терпения. Поэтому довольно быстро вернулись к старой системе. Признали ошибку и соляной налог отменили. Признать ошибку – это не провал. Провал – это попытаться перенести последствия своей ошибки на простых людей. Как говорил один известный сейчас человек, ошибаться можно, врать нельзя. Вот примерно то же самое. Правительство решило, что поскольку мы соляной налог быстро отменили, то за истекшие 2 года, пока он действовал, надо дособирать старые налоги. И потребовали взыскать стрелецкие
и ямские деньги за истекший период. Но это уже, конечно, народ возмутило окончательно. Поэтому май 1648 года, представьте себе улицу Сретенку в Москве. Сретенка, бульварное кольцо Сретенский монастырь, это уже за границей города. И вот из Сретенского монастыря после богомолья молодой царь Алексей Михайлович, 18-летний, с кортежем возвращается в Кремль. По пути его останавливает огромная толпа. Коней берут под уздцы, ну и, в общем, требуют принять челобитные и навести порядок, расправиться со злодеями и изменниками, которые все вот это придумали. Царь, конечно, мог растеряться, спрятаться, начать плакать. Но Алексей Михайлович, который, кстати, первый раз в жизни столкнулся лицом к лицу с раздраженными подданными, скорее всего, и народ-то простой так издалека видел раньше. Но он вышел из кареты, принял какие-то челобитные, пообещал разобраться, ну и поехал в Кремль. Народ расступился и пошел за ним толпой в Кремль. Кто-то даже вовнутрь Кремля. Вот тут тот самый боярин Морозов, глава правительства и царский дядька, совершил роковую ошибку. Он почему-то решил, что все, вопрос исчерпан, и дал команду стрельцам вот эту всю чернь из Кремля прогнать. А стрельцы, простые люди, тоже недовольны, им денег 2 года почти не платят или платят мало. Они все раздражены. Поэтому стрельцы боярина Морозова послали куда подальше. ОМОН отказался выполнять приказы. И, как писали летописцы, заявили, что стоят за правду и готовы вместе с народом, если надо, резать изменников. Начались погромы, громили дворы, громили амбары. Первым делом разгромили, естественно, все имущество самого боярина Морозова. Иностранцы, кстати, отмечали, что погромщики, на удивление, мало что брали. Ну, наверное, что-то брали себе, но не все. А многое бросали в огонь, разжигали костры. И говорили, что это все греховно, воровством нажитое имущество. Кое-что все-таки награбили, потом давали в церкви, что любопытно. Последствие же было потом. И у боярина Морозова пропал какой-то немыслимой стоимости золотой кафтан, шитый золотом буквально. Искали кафтан, нашли его в церкви. И он служил теперь окладом иконы. То есть сначала украли, а потом стало стыдно, и в церковь отдали его. От царя требовали буквально по списку выдать проворовавшихся наиболее чиновников, включая боярина Морозова. Царь, как пишут, с крыльца, со слезой на глазах, просил дядьку, который ему за место отца родного, отец уже умер к этому моменту, Алексея Михайловича, пощадить, а он взамен его отправит куда подальше в монастырь и больше к делам подпускать не будет. Царя молодого пожалели, Морозова отпустили, а троих приговорили к смертной казни. И вот, как я вам только что рассказывал, не каждый успел дойти до плахи. Растерзали буквально по дороге. Но надо сказать, что из соляного бунта, жертвы которого ограничились 3 лицами, царь сделал правильные выводы, что нужно менять законы, менять самоустроение. И в невероятные сроки, буквально за считанные месяцы, был собран представительный Земский собор, разработано соборное уложение первое после реформы законодательства Ивана Грозного. И это соборное уложение, громадный кодекс законов Московского государства, действовал после этого 200 лет. Ну и самое главное, молодой царь с этого момента стал сам вникать в дела. Об этом я уже подробно рассказывал вам в лекции про Алексея Михайловича, повторяться не буду. Но я обещал сравнивать наши кровавые восстания 17 века с восстаниями 17 века в цивилизованной Европе. Поэтому во Франции я тоже нашел. Был соляной бунт по-французски. Немного позже, 1675 год, в Британии народ возмутился против новых налогов на гербовую бумагу. Помните, она у нас при Петре появится. И на соль. Восстание охватило многие города. Армию мушкетеров, тех самых, о которых мы только что говорили, вместе с пикинерами, отозвали из Германии, с зоны боевых действий. Там шла большая война. И армия расправлялась с восставшими, ну, буквально ведя себя как на вражеской территории. Ну, тогда же мы понимаем с вами, что Франция не была монолитной нацией. Бретонцы говорили на бретонском языке, это вариант кельтского. Смотрите гравюры в интернете. Бретонское восстание наберите 1675 года. Там очень любили вешать мятежников. Ну, не сооружать же виселиц, ресурсы тратить. Поэтому вешали на деревьях. И считалось особой лихостью, кто больше повесит на одном дереве.
тот, значит, эффективнее подавил местное выступление. Рекорд получили какие-то выдумщики, которые на одном дереве повесили 14 человек. Вот так как гирлянда и висела многие месяцы для устрашения до полного истления. А чтобы, например, в бретонских, так к вопросу о веротерпимости, чтобы в бретонских церквях не использовали высокие красивые колокольни, как набат для созыва граждан, то эти колокольни просто все, либо взрывали, либо просто разрушали. До сих пор очень много церквей в Бретоне. Церковь как церковь, только колокольня до середины. Так раз, и все. Вот видите, нет, обрублено. Без колоколов. Про медный соляной бунт в учебниках написано. Я вам еще расскажу про еще 2 бунта 17 века. Легко запомнить. Непонятно, почему школьникам про это не рассказывают. Эти бунты называются историками хлебные бунты. Произошли они вскоре после принятия соборного уложения, после соляного, 1650 год. Началось с того, что наши решили надуть шведов. Дело в том, что еще по итогам русско-шведских войн и смуты, и по итогам всех подписанных мирных договоренностей мы остались должны Швеции много денег. Где взять деньги? Торговались, в конце концов договорились, что расплачиваться мы будем не деньгами, а зерном, то есть хлебом. В Швеции же не хватает все время хлеба. Как бы всем хорошо. Но наши хитрецы решили действовать рыночными методами. Чтобы заплатить шведам поменьше, что надо сделать? Надо поднять цены на хлеб, создав искусственный дефицит. И по этим высоким ценам шведам хлеб и отправить. И сказать, просто подорожал хлеб, поэтому хлеб будет меньше. Такая блестящая совершенно идея. Искусственный дефицит создали. Хлеб в Пскове, Новгороде резко подорожал. Как создали? Закрыли закрома все и не выпускали хлеб на рынок. Народ же кушать хочет, а хлеба нет. Хлеб подорожал, все это зафиксировали. И поехали бесконечные подводы в Швецию с хлебом. Идея, конечно, отличная. И о том, чтобы объяснить людям, что вообще происходит, не подумали. А теперь представьте себе. Хлеба нет. Стоит он бешеных денег. И тут неожиданно бесконечные подводы отправляются за границу. Народ подводы останавливает, говорит, это как вообще понимать? А там сидят на подводах чиновники царские, которые говорят, а что вы тут вообще? Что с быдлом разговаривать? Приказано весь хлеб псковский, новгородский отдать немцам, а не вам, псковичам. А если вы против, цитирую источник, кавычки, «Выйдя псковичи», пришли лучшие люди на переговоры с ними, «Выйдя псковичи, лучшие люди, так изберите из вас самых лучших людей, коих из вас надо и повесить». Налицо измена. Правильно? Но Псков – это вам не Москва. Не на тех напали. Высокий уровень самоорганизации. Еще помнят Псковское вече. Моментально. Никаких челобитчиков. Псковичи тут же самоорганизовались. Город закрыли. Ключи от ворот отобрали у стражи. Воеводу арестовали. И посадили под замок, обвинив в измене. Как грамотно. Хочет город сдать шведам. Изменник. А народу, как пишут в документах, раздали много пороху и свинца. Вот тут я обращаю ваше внимание. Если псковскому ополчению раздали порох и свинец, это означает, что оружие-то у них было. Современное американское законодательство, с которым будет сейчас Трамп разбираться, вы знаете, помимо абортов, там вторая проблема – ужесточать, либо еще более смягчать правила продажи оружия. Видимо, в Пскове с этим проблем не было. То есть оружие не раздавали. Раздавали людям порох и свинец. Все были вооружены. Ровно то же самое произошло и в Новгороде. Там воеводе повезло. Он избежал счастливого ареста, потому что прятался у митрополита. А митрополитом в этот момент в Новгороде был небезызвестный будущий патриарх Никон. Никон пошел объясняться с народом, вышел, но как-то ему не очень у него получилось, потому что потом Никон отправил царю следующее жалобное послание. Я прочитаю, чтобы вы поняли стилистику 17 века. После встречи с новгородцами. Кавычки. «И они меня ухватили со всяким бесчинием, и в те поры меня бранили всякою неподобную бранью и ослопом, то есть дубиной, и ослопом в грудь ударили, и грудь расшибли, и по бокам в кулаки били». Жуткое дело было. Когда новгородцев потом призовут к ответу, что вы руку подняли на митрополита, они объяснили, из объяснительной, кавычки, «А при всем народе Никона митрополита
обличила силой Божией. Силой Божией ударила его и всего раздробила. Она не раздробила, но, видимо, помяла немного. Чудо, Божья воля его покарала. Но, в общем, воевода спрятался у Никона. Никон, бедолага, тоже пострадал. Но зато не повезло случайно оказавшемуся в Новгороде дипломату, датскому посланнику, которого приняли, видимо, за главного заговорщика, который все это сорганизовал. Его жутко избили, раздели до нитки, ограбили и где-то там бросили в канаву. Чудом жив остался. В общем, в Новгород был отправлен с войском из Москвы князь Хованский, племянник самого Дмитрия Пожарского. Популярный человек, он был жертвой, как бы сейчас сказали, репрессий, потому что он попал в опалу при боярине Морозове до соляного бунта. А сейчас его из опалы царь вернул. Значит, если он репрессированный, значит, он честный, значит, за народ. Ну, в общем, Хованский в Новгороде, надо сказать, что действовал не по букве соборного уложения, а только что принятого. Потому что по букве там такой был перечень преступлений, за которых надо казнить смертью, невероятно, от описки в титуле. Он действовал по духу соборного уложения, то есть разбирался с конкретными случаями измены. И в результате, по решению Хованского, в конце концов, 2 наказали, новгородцев, 2, я подчеркну. Одного били кнутом, а 2 казнили. Эти 2 новгородца были те самые, которые напали на обладающего иммунитетом датского посланника. Каким-то образом вычислили. Причем тот, которого казнили, оказался ни много ни мало городским палачом. Представляете? Это, как говорится, издержки профессий. Больше никого не казнили. 1 человек казнен по итогам такого масштабного бунта в Новгороде. Потом Хованский отправляется с войском в Псков. Но там не все так просто. Псковичи закрыли ворота. Даже встретили, говорят, выстрелами холостыми из городских пушек. Тогда Хованский взял Псков в осаду и доложил в Москву, что делать. Штурмовать ли собственный город. Алексей Михайлович проявил хитрость и решил оказать на псковичей политическое давление. Был созван Земский собор, он, в общем-то, и не распускался особо. Дособрали людей, и Земский собор вынес постановление о том, что все они бунтовщики, изменники. И когда псковичи узнали, что они осуждены не просто какими-то воеводами или неправильными городскими чиновниками, которые вывозили хлеб и над ними издевались, а всей землей, то покаялись, ворота открыли. И после этого, как говорят, епископы были туда направлены, которые весь город заново приводили к присяге, все крест целовали в верности царю-батюшке. Хованский снова провел следствие. Следствие выявило на этот раз 10, не 2, а 10 зачинщиков бунта. Казнен был 1, а 9 вместе с семьями высланы в Сибирь. Ну, как мы понимаем, тогда высылка в Сибирь не совсем то, что мы себе представляем впоследствии. Вот на примере того самого боярского сына Плещеева, который тут же сделал карьеру в Томске, да, ссыльный. Не исключено, что там все было не так страшно. А по поводу осуждения бунтовщиков Земским собором, после чего они открыли ворота, вот это был авторитет высшего законосовещательного органа власти. Вот представьте сейчас, боже упаси, бунт какой-нибудь, не дай бог, ну что-нибудь неважно. Государственная дума принимает постановление. И бунтовщики сразу каются, крест целуют. Госдума приняла же постановление, что они бунтовщики. Все. Никаких войск не надо. Кстати, под стенами Пскова стояли не только стрельцы, но и полки наземного строя, рейтарские полки. Вот главный наш рейтар, это научный директор Музея военной формы Антон Глинкин. Антон, расскажите, чем рейтар отличался от стрельца, в чем его прелесть, эффективность и особость по сравнению с западноевропейским войском той поры. Принципиальное отличие рейтара от стрельца – то, что рейтар – это сын боярский, фактически титулованный человек, потому что рейтары – это конница полков нового строя, созданная по европейскому образцу. Основное оружие рейтарских полков – огнестрельное карабин и 2 пистолета в вольстерах впереди седла. Задача рейтар – умеренным аллюром подъехать к строю пикинеров, к строю мушкетеров, ощетинившегося пиками, и
плотным метким огнем этот строй проредить. После чего туда уже могут врубаться кирасиры, туда уже могут на фланге заезжать гусары. То есть задача огнестрельным оружием нанести противнику максимальный урон. Царь Алексей Михайлович отдавал достаточно большое количество времени своего царского и внимания ритарским полкам. Расцвет ритарских полков пришелся на вторую половину 17 столетия. В 1651 году был создан ритарский приказ. Вот смотрите еще раз. Вот вы кино смотрите, там стоит пехота, в зависимости от эпохи, с пиками, копьями, а конница на них, и там ужас, кони, кровище. И я всегда задумывался, что дураки, что ли, вот зачем? На копья лошадьми никто так не воевал. Подъехали, из 2 пистолетов выстрелили, карусель, и по кругу уехали. Сделают круг, а стреляют следующий. И вот так они кружат, перезаряжают перед строем, пока строй не рассыпется. Строй рассыпется, и тогда проламываются только. Никто на рожон не лезет. Лошадей жалеют. Именно так. Именно так. Поэтому наши выставляли против польских гусар рогатки или телеги, и от них отойти чуть-чуть. Но тогда же стрельба не прицельная. Чтобы со своей стороны они подъехали, а у стрельцов ружья, они дальнобойнее, чем пистолеты. Конечно, безусловно. Поэтому ты подъедешь, ты до меня не достреляй. Ну, там расстояние примерно вот как до той двери. Дальше точно было стрелять бессмысленно. И все. И у рогаток в этих иноземных всадников расстреляли. Вот простая такая тактика. Она эффективнее, чем тактика пикинеров, потому что пика – это на 5-7 метров. Тебя только защищает, и все. Это так. И Алексей Михайлович писал ритарским полковникам, командиров полков. Ну, цитировать это сложно, но весь смысл сводился к тому, что не надо стрелять издалека в белый свет, как в копеечку, а подъезжаете к строю, стреляйте прицельно, в упор, дабы нанести максимальное противнику поражение. Примерно так это звучало. Полки ритарские стали очень популярны, а популярность заключалась в чем? Поместная дворянская конница, конно-людное оружие выставлялось за собственный счет, с собственным вооружением, на собственных лошадях и с собственными еще людьми, которых положено было приводить. В ритарских полках было несколько иначе. Лошадь, вооружение, снаряжение давала казна, жалование было выше. Поэтому несколько полков поместной дворянской конницы было переформировано в ритарские, чем, собственно говоря, личный состав остался весьма доволен. Необходимо сказать, что к концу 17 столетия насчитывалось около 25 ритарских полков, но это было для страны очень дорогое удовольствие. Порядка 35 тысяч рублей обходилось содержание полка в год. Это с лошадьми, с жалованием, со всем снаряжением. Бандирование, оружие, да? Да. Царь Петр Алексеевич ритарские полки переформировал в драгунские. Но несколько полков, еще будучи ритарскими, участвовали в самом начале Северной войны. Самый последний полк был расформирован в 1719 году в городе Киеве. Последний ритарский шквадрон из Рославльской шляхты был расформирован уже в самом начале царствования Екатерины II. Но это скорее по списочному составу, но фактически не созывался и не выезжал в строй. Поэтому у ритар вот такая больше, чем столетняя история и была в русской армии. Благодарю вас. Медный бунт. 1662 год. Уже тянется давно война с Польшей. Дорогое удовольствие. Видите, сколько в мирное время стоит содержание полка. Военное больше. Хуже того, дворянские имения, а вся эта кавалерия, рейтары, все дворяне. Сотники стрелецкие дворяне. Служилые люди засыпают царя челобитными. Имения разорены, крестьяне бегут. Что делать? Мы не можем годами на войне сидеть. Жить не на что. Правительство предпринимало разные косметические меры. Раньше, например, беглых крестьян никто не искал. Тебя убежали, сам ищи твои проблемы. Тут появилась государственная сыскная служба, которая помогала в отсутствии помещика по жалобе пытаться кого-то найти. Царь стал брать деньги в долг у всех, кого можно, даже у монастырей. Росли налоги, но денег все равно нет. Но вы держитесь, как говорится. И тогда в Кремле родилась очередная нетривиальная идея, как решить финансовые трудности, вызванные затянувшейся войной и вот всеми этими бедствиями.
Кстати, идея очень хорошая, опередившая свое время. Мы плохо знаем, кто был, собственно, авторами, но почему-то главным автором считается Федор Ртищев. Я про него отдельно расскажу в лекции, посвященной суперзвездам 17 века, но имя это запомните – Федор Ртищев. А идея была простая. Поскольку деньги в обиходе тогда были какие? Серебряные, ну и золотые, естественно. Ну, золота совсем мало. Серебряные в основном. А серебро откуда? Правильно, все серебро из-за границы. В России того времени ни золотых, ни серебряных приисков не было. Это Колыма, это все потом. Серебро все из-за границы, главным образом из Германии тогдашней, сегодня это Чехия, таллеры, или Йоханнес Таллеры, ну и многие другие варианты серебряных монет, которые чеканились из добытого в Европе серебра. Обычно эти серебряные деньги, которые поступали в обмен на наше сырье и товары, казна получала и ставила сверху новое российское клеймо, и это уже называлось рубль. Это уже были отечественные деньги. Пыталась, кстати, на весе серебра чуть-чуть сэкономить. Там было много всяких нюансов, но идея была простая. Давайте наравне с серебряными запустим и медные деньги. Меди у нас полно. Медь стоит в десятки раз меньше, чем это импортное серебро. На медные монеты мы будем ставить точно такие же клейма, как и на серебряные. И будем медью выдавать жалования, запустим в оборот. Фактически медные деньги, видите, внешне почти ничем не отличаются. Они будут стоить по номиналу столько же, сколько серебряные. И у нас появится свой национальный эмиссионный центр. Печатать этих денег будем столько, сколько государству потребно. И все свои проблемы таким образом решим. Ну, отличная идея. То есть те же самые бумажные ассигнации. Только 17 века. Кстати сказать, даже это честнее, чем бумажная ассигнация, потому что худо-бедно медь стоит денег. Чистая медь особенно, в отличие от бумаги, на которой печатаются сейчас бумажные деньги. Ассигнация в 10 рублей. Это уже позже Российская империя. Тогда еще писали: ассигнация обеспечена 10 рублей ходячей монетой. То есть, опять же, серебром. Ходячей монетой. Тоже после войны, особенно и в канун войны 812 года, была диспропорция курса. Мы не хотели брать ассигнации 1 к 1 к серебру. И потом министр Конкрин, знаменитый финансов, выравнивал этот курс. Но идея вот такая же. Ассигнация – это есть просто для удобства замена тех же самых серебряных денег. А вот самая знаменитая ассигнация. Это, между прочим, не просто доллар, а так называемый серебряный доллар, который действовал в США до 1968 года. Его можно было поменять на серебро по фиксированному курсу 1 к 1. Он обеспечен полностью количеством серебра в казначействе США. А вот еще более редкая вещь. Золотой доллар, отмененный Рузвельтом, меняется на золото по фиксированному курсу. Это бумажка. Представляете? Сегодня. А вот современный доллар, он ни на что не меняется. Потому курс у него плавающий. Вы нигде не поймете, чем он обеспечен. Американцы честные люди, они так честно и пишут на нем. Ну, просто это legal tender note, то есть официальная платежная бумага, выпущенная Федеральной резервной системой, не государственным органом. Федеральная резервная система – это банковский союз. Обеспечена доверием к Соединенным Штатам. Вот наш золотой червонец, кстати, советский, напрямую золотой. А вот советские 25 рублей, которые мы забыли. Это, конечно, все было непросто. И напрямую сделать это частным лицам было нельзя. И мы не обращали на это никакого внимания. Но прочитайте внимательно, что написано на советских деньгах было. Обеспечен золотом, драгоценными металлами и всеми активами Государственного банка СССР. То есть идея была такова, что объем денежной массы обеспечивался материальными активами, международно признанными, Государственного банка и не мог их превышать. Ну, дальше. Серебряный рубль Российской империи, ну, просто серебряный, в отличие от ассигнаций, приравненной к серебряному рублю. А это то, что ничем не обеспечено. Это как раз к вопросу, когда начинается бешеная инфляция и несоответствие товарной массы количеству денег, находящихся в обороте, то тогда и появляются разного рода талоны на сахар, кто постарше помнит, талоны на водку, на любые продукты талоны. Я помню, так как продуктов не было вообще, они были где-то в закромах, выдавали их по справке. Как повод был для получения продуктов сверхнорматива, сверх имеющегося у тебя талона, либо карточки москвича, по которой можно было получить сколько килограмм сахара, молока, сколько-то литров водки в месяц. Это все времена
перестройки. Я напоминаю, кто помоложе. Карточка москвича, с которой ты идешь в магазин. А деньги ничего не значат. И можно было получить сверхнорматива, предъявив две справки. Или справку о свадьбе, или справку о похоронах. Тогда на свадьбу либо на похороны отпускали дополнительно, тоже по нормативу. И я вот помню, у меня скончалась бабушка, и мы получили справку о смерти. Вот с этой справкой я объехал несколько магазинов, хитрым способом справку не сдавал, показывал, поручал товар. Справку забирал себе и ехал в следующий магазин. Так мы создали в семье небольшой запас. Страшно вспомнить, но вот так оно и было. Что произошло в 17 веке? Идея была отличная. Как всегда, реализация ее подкачала. Действительно, зарплату, жалования стали выдавать медными деньгами. Но при этом налоги продолжали требовать платить серебром. Это как вообще? То есть зарплату вы мне в рублях, а налоги долларами. Так не бывает. Это раз. Во-вторых, надо было разобраться, наладить систему, кто эмитент. В Московском царстве было 5 эмиссионных центров или 5 монетных дворов, которые плохо друг с другом общались и плохо коррелировали планы выпуска медных денег. Причем, по-моему, 2 или 3 двора в Москве, где-то там как раз в Новгороде, еще где-то. Поэтому развелось страшное количество фальшивомонетчиков. Много меди было на руках у богатых людей. Если у тебя есть медь своя, то что надо сделать? Потому что себестоимость меди намного меньше, чем серебра, десятки раз. То надо просто украсть клеймо государева с монетного двора. Или там как-то договориться, работать во вторую смену по ночам. Принести свою медь, и из нее там тебя нашлепают медных денег. И все. Говорят, даже тесть царя, боярин Милославский, был главной крышей всех московских фальшивомонетчиков. У него буквально во дворе в центре Москвы стоял альтернативный заводик по производству денег. И, имея административный ресурс, министр нескольких министерств во дворе буквально печатал деньги. Естественно, после этого курс 1 к 1 уже не держался. Сначала стали менять деньги 1 к 2, 3, к 10, к 15. И никто не хотел брать медные деньги в оплату за товары. Торговля встала. Народ обнищал, особенно в провинции. Дальше кто виноват? В глазах народа тот, кто на этом богатеет. Если мы видим глазами, кто-то богатеет, когда всем плохо, вот они, значит, и виноваты. И вот в Москве произошел взрыв, в буквальном смысле народного возмущения. Поводом стало появление так называемых подметных писем. Как-то рано утром на рассвете в центре Москвы, на столбах, в разных общественных местах, как бы сейчас сказали, появились прибитые письма, написанные буквально под копирку, примерно одинакового текста, где излагалась суть проблемы. А суть в чем? Что все вот это бедствие, которое, люди добрые, с вами происходит, дороговизна, ненастоящие деньги, это все не просто так. Это все измена. Тут сразу приплетали политику. Это измена, потому что царя окружили бояре, кои вступили в преступный сговор с поляками и шведами, и специально все это придумали, чтобы бросить страну в пучину кризиса и проиграть войну. Быстро-быстро подписать позорный мир. В общем, 5-я колонна. Царь-батюшка, где молится за народ, но не знает, что деется в окружении. Поэтому необходимо изменников призвать к ответу, а царю всю правду рассказать. В общем, нужно поддержать царя. Ударили на колокольнях в набат, и летом 1662 в Москве медный бунт. Царь тем временем находится в Подмосковье у себя в резиденции, в Коломенском. Он стоит в церкви, обедня, утренняя служба. В Коломенском подходит огромная толпа, 5 возмущенных москвичей, среди которых, кстати, и стрельцы тоже. Не так, чтобы сильно охраняется Коломенская, какой-то забор. Естественно, ворота просто сносят. Толпа заходит на территорию царского села и требует государя. Мол, хотим челобитную подать. Кстати сказать, вот это все происходящее, это не бунт. Это называлось челобитие, разговор царя с народом. Однако в документах было зафиксировано: били челом царю с большим невежеством. Это означает, что с царем разговаривали одновременно не один, а несколько человек, кричали, перебивали друг друга, а толпа в этот момент с воплями и бесчинием, криками своих переговорщиков поддерживала. Требование было простое: налоги снизить
изменников, которые вот это все задумали, выдать. Среди изменников называли, естественно, и Федора Ртищева, которому приписывалось авторство реформы. Царь его очень ценил. Ну и многие другие сподвижники. Алексей Михайлович вышел к толпе, пообещал, как говорили тогда, учинить розыск и указ. Надо сказать, что народ отнесся к этому с недоверием. Видимо, уже были доведены москвичи. А так как царь находился буквально с ними рядом, то кто-то из толпы кричал: «Чему де верить?», а кто-то прямо-таки на царском платье крутил пуговицы. Но кончили миром. Алексей Михайлович даже с кем-то буквально ударил по рукам. Написано: «Дал им на своем слове руку». То есть буквально с кем-то из толпы царь рукопожатием скрепил договор. Обещаю, разберусь. Ну, после этого успокоенные восставшие отправились обратно, а навстречу им из центра Москвы движется еще большая толпа с кольями, с оружием, с пиками. В Москве уже прошли какие-то погромы, что-то у кого-то украли, поймали какого-то сына местного олигарха, который с перепугу признался, что отец его с деньгами уехал в Польшу. Он где-то прятался там в сундуках. А зачем он уехал в Польшу? К хозяевам поехал своим. Изменник. Ну, это же очевидно совершенно. Бежал польский шпион. Они этого сына схватили. Перевозбужденная толпа говорит: «Вы что, успокоились? Там измена, а вы обратно возвращаетесь». Пошли назад. Все разворачиваются, и уже огромная толпа вооруженная двигает в Коломенское. Тем временем к Коломенскому были подтянуты стрелецкие полки на задний двор. Толпа опять выходит на площадь. Уже царь к толпе не выходит, посылает своих представителей, говорит: «Ну, мы уже обо всем договорились, вы что пришли? Давайте расходитесь, государь разберется». Расходитесь, толпа не расходится, напирает. И тогда дается приказ стрельцам, а стрельцы уже другие, не те, которые были во время соляного бунта недокормленные и бедные. Это уже элитные войска с массой привилегий. В общем, власть-то делала выводы, что экономить на ОМОНе и ФСО нельзя. А они секиры достают и начинают теснить эту толпу, рассекать ее в разные стороны. В общем, давка. Кого-то стали рубить, кто-то побежал к реке, а плавать никто не умеет, поэтому потонуло страшное количество народу, которое оттеснили в реку. В общем, никто не считал, но до 1000 человек при разгоне этого несанкционированного митинга в общей сложности погибло. А потом стали хватать всех участников по доносам, следственная комиссия. Кто там выступал, кто громче всех, с невежеством орал на царя, били кнутом нещадно, отсекали уши, клеймили буквой «Б» в лоб, либо в щеку. Бунтовщик высылали в Сибирь. Бунт действительно жестокий, и подавлен был жестоко. Война вообще-то шла, я так напомню, в военное время. Надо сказать, что, наверное, было проведено самое масштабное в истории следственное мероприятие. Так как все начиналось с подметных писем, то со всех грамотных москвичей мужского пола, это тысячи и тысячи, были взяты образцы почерка в течение там нескольких месяцев. Со всех. И сверяли с подметными письмами. Ну, видимо, женского пола считали, что не могут на такой гнусности, а мужского всех. Ну и, как вы понимаете, так никого и не нашли. А что в это время происходило в Европе так для разгрузки? 1685 год, Англия. Кто-нибудь читал «Одиссея капитана Блада»? Читали? О, хорошо. Блад – это врач-ирландец, который оказал медицинскую помощь кому-то из ирландских восставших. За это был отправлен на Барбадос. Это не курорт, а очень жестокая каторга. Билет в одну сторону. И стал там пиратом, сбежал. «Одиссея капитана Блада», Сабатини. Недавно, кто следил за новостями, вроде все уже изменилось, и Англия уже не та, и все другое. И тут во время выборов в английский парламент возникает скандал. Выясняется, что одного действующего парламентария в декларации указал, незамысловато, на Барбадосе 250 гектар плантация. Причем это исторически плантация, на которой самое жестокое рабовладение, как потом писали в газетах, тысячи и тысячи несчастных каторжан, англичан
и ирландцев за последние века погибли. А принадлежит все члену парламента Ричард Дракс. Дело Дракса так и называлось. Ну, Дракс сказал, ничего, я готов продать. Нет проблем. 8 миллионов долларов. Пытался продать, по крайней мере, эту плантацию правительству Барбадоса. Но это так, отступление. А что было в это время? В Англии восстание или бунт Монмута. Монмут – это незаконнорожденный сын английского короля. Незаконнорожденный, но признанный. Признанный отцом, получивший герцогский титул. Ну, на каком-то этапе он и его сторонники решили, что они имеют больше прав на престол английский после смерти отца, чем брат, соответственно, дядя этого герцога Монмута. Мятеж, война. Мятеж подавили. Монмуту, даром что сын короля, отрубили голову. Сколько восставших там перебили в процессе подавления мятежа, естественно, никто не считал. Но интересно другое. После того, как восстание было подавлено очень жестоко, начала работать английская следственная комиссия, правовое государство. Поэтому там все по-серьезному. Королевский суд, юстиция, судьи в париках сидят в мантиях, заседают. Но как работала королевская юстиция? Один пример. Королевский суд в старом добром Винчестере рассматривал дело леди Лайл. Леди – это жена знатного сэра. Леди Лайл, совсем старуха по тем временам, лет около 70, предстала перед королевским судом за то, что на ночь приютила, двух беглых. За это королевский суд по закону эту леди приговорил к сожжению на костре. Но потом все-таки решили, когда уже приговор был подписан, все-таки добрая страна, поэтому проявить милосердие и просто отрубить голову. Ну и отрубили. На ночь приютила двух беглых. Но это действительно был жест милосердия, я не иронизирую, потому что стандартный приговор английского суда за помощь либо сочувствие мятежникам, наказанием было четвертование и потрошение. Четвертованное тело вскрывали, внутренние органы изымали, и куски развешивалось на разных местах для устрашения. Четвертовано и выпотрошено было 300 человек. Эти все документы хранятся. Ну а все 1000 остальных отправлены туда же вместе с Питером Бладом, дорогой Сабатини, в одну сторону на Барбадос. А вы говорите «медный бунт». Вскоре после подавления бунта медные деньги отменили. Так и было сказано в указе, «Чтоб еще чего между людьми о деньгах не учинилося». Начались переговоры с Речью Посполитой. Действительно, война, все устали. И все это закончилось через несколько лет Андрусовским перемирием, о котором я вам рассказывал в лекции об Алексее Михайловиче. Ну, еще, наверное, одно заключительное восстание, о котором стоило бы рассказать. Вы нам думаете, что о Степане Разине? Нет. Степан Разин – это будет отдельная наша беседа, отдельный рассказ, потому что это слишком эпохальное событие. Я еще расскажу немного о Соловецком сидении, о знаменитой осаде Соловков, центра староверия, старообрядчества на Руси, как это проходило и чем закончилось. Но поскольку на Соловках было как раз очень много беглых казаков-разинцев после подавления разинского возмущения, то я сейчас попрошу, чтобы казак тоже о себе немножко рассказал, как выглядел, одевался и вооружался. Соловецкий сиделец из казаков. Добрый день, друзья. Сразу хочу сказать, если когда-нибудь вам зададут вопрос, кто такой казак, не отвечайте. Это провокационный вопрос, всегда уточняйте, какой. Документы 17 века подарили нам разные названия казаков. В первую очередь, это служивые люди московского государства, городовые казаки. Они отличались от стрельцов только тем, что получали свое жалование из муниципального бюджета, а не с федерального. Их задачей была охрана городов. Но также в 17 веке мы встречаем беломестных казаков. Это прямой аналог нашей поместной конницы, когда человеку не выплачивают жалования, а дают землю, с которой он служит. Единственная разница от помещиков – это то, что беломестный казак не мог занимать ведущие роли в армии, то есть он не мог быть командиром. Все мы знаем казаков-первопроходцев, людей, которые присоединяли новые землицы, добром и лаской, как просил Алексей Михайлович, а не жесточью. Ну и также есть такой термин
Польские казаки – это люди, которые полюют, то есть ездят в поле. Вот как раз категория польских казаков – это те поселенцы военные, которые селятся на территориях, не контролируемых ни одним государством, самоорганизуются, производят некий продукт и могут его защищать. Все категории казаков бунтовали. Правильно сказал Владимир Ростиславович, Сибирь – яркий пример, когда казачество поднимало Томскую шатость, Красноярскую шатость. И наша первая Брестская крепость, Албазинский острог на Амуре, начиналась тоже с воровских казаков. Да, извините, забыл сказать, этих казаков называли воровскими. Так что все казачество когда-то поднимало бунты против государства. Сегодня я перед вами предстал в облике донского казака, и сразу скажу, что непростого. Я все-таки элита донского войска, атаман. По одежде это определить очень легко. В принципе, фасончик был всегда один и тот же в 16-17 веке, но качество материалов разнилось в зависимости от твоего социального статуса. И вооружение. Мы всегда по кинофильмам привыкли, что казак – это вот шашку до коня, да на линию огня. В то время кони – это дорого. Поэтому большая часть документов 17 века доносит нам информацию о казаках как о пеших войнах и судовой рати. Вы знаете, абордажный бой подразумевает под собой все-таки короткострельное оружие. Это пистоли, которыми пользовались наши рейтары. И холодное оружие. Казаки сами его не изготавливали. Как правило, приобреталось у противника. И, соответственно, сегодня я вам продемонстрирую. Это реконструкция сабли 17 века, которая называется клыч. Это типично восточное оружие. Ну и на голове у меня, как вы видите, тоже не совсем русские атрибуты, русская шапка, которую мы видели на нашем стрельце, а вот то, что у нас называлось куфейка, ну, а на тюркском языке тюбетейка. Все, спасибо огромное, друзья. Когда мы говорим о казаках не как о государевых людях, получающих жалования из муниципального бюджета, а как уже о лихих людях, которые как бы на самообеспечении находятся, то действительно казак в первую очередь на реке, на стругах. Вот он такой, с пистолетом, с саблей, шпагой. Никого мне напоминает? На корабле лихой. Джек Воробей. Казак. Ну, он так и есть, только тот на большом корабле, а наши на поменьше. В принципе, примерно то же самое. Но это когда не на государевой службе. Так вот, Соловецкий монастырь – государство в государстве. Соловецкому монастырю принадлежат огромные земли. Это такой комплекс хозяйствующий, большой. Центр всего Поморья. Центр и административной, и духовной жизни, хозяйственной и, в общем-то, интеллектуальной жизни. Монахи на Соловках всегда считали себя особыми. Природа очень красивая и очень жесткая. Так. Жить там тяжело. Требует особой воли, выучки, кооперации. Умеют братья помогать друг другу, поддерживать. Они гордились своим самоуправлением всегда. Они сами себе голова. А тут начались вот эти церковные реформы. Сначала прислали на Соловки исправленные богослужебные книги по Никоновской реформе. Собрался совет монастыря, старцы. Почитали они эти книги, посмотрели. Сжигать не стали их. Убрали куда подальше. Не Божье это дело. Будем служить по старым книгам. Просто проигнорировали реформу. И вот 10 лет власть так ничего не предпринимала. Везде в стране новый обряд, а на Соловках все по-старому. Старцев уговаривали какое-то время, писали письма, присылали гонцов, но Соловки жили своей жизнью. Всех этих ваших нововведений мы не принимаем. Тут любопытный парадокс. Дело в том, что Соловки не только монастырь, но еще и место ссылки, как бы сейчас сказали, на перевоспитание. На перевоспитание. Кого туда ссылали? Наиболее упорных ревнителей старой веры. Точнее говоря, старого обряда. Никто их там не перевоспитывает, наоборот. Берут как своих. Поэтому там все больше и больше концентрация пассионарных старообрядцев. И вот, в конце концов, в 1667 году в Москве собирается церковный собор, у которого две главных задачи. Первая – суд над Никоном, официальное низложение патриарха, избрание нового. А второе – главнейшее решение церковного собора – перейти к решительным мерам. Всех старообрядцев предать анафеме. Всех, кто не принял реформу. Соответственно, Алексей Михайлович направляет на Соловки нового архимандрита, который должен навести порядок, но братья его не принимают. Хочет жить по-старому. И вот, в конце концов,
После длительной переписки между Москвой и Соловками, после понимания того, что никогда монастырь не подчинится новым регламентам, власть решает перейти для начала к экономическим санкциям. На Соловки отправляется отряд стрельцов, 150 человек. Они блокируют подвоз продовольствия, и у монастыря отбираются все земли. Мол, привыкли жить вы хорошо, а теперь вот помучаетесь. Но все равно монахи от обрядов своих старых не отрекаются, блокада не получается, все равно везут им продовольствие. Длится это несколько лет. Но все говорили, что те, кто были внутри монастыря, жили даже лучше, чем стрельцы снаружи. Это очень сильная крепость. В ней, кстати, помимо монахов, большое количество пороха, пищалей, пушки. Ну и в целом около 500 человек, которые могут держать оружие. Гарнизон. Поскольку стрельцы не получили приказа воевать, они и не воевали. Вяло имитировали действия, вели вялую осаду. Прошло несколько лет, потом прислали уже большое стрелецкое войско, более 1000 стрельцов, с приказом навести порядок. Чем ответили монахи? Точнее говоря, давайте немножко так поменяю. Сначала прислали новых командиров, которые попытались заставить эти 150 стрельцов перейти к активным действиям. И тогда монахи ответили на это жестко. Они заявили, что с этого момента, а прошло 5 лет, они более за этого царя молиться не будут. Но тут уже решили в Москве, это совсем перебор. И после этого присылается 1000 боевых стрельцов с приказом Крамолу извести. Идет перестрелка. Опять же, сильная крепость. Взять крепость эту практически невозможно. В конце концов, решило предательство делать. Кто-то там из монахов указал подземный ход. Стрельцы проникли вовнутрь. Казнили. Очень много казнили соловецких сидельцев. Жестоко расправлялись, уже взяв монастырь. Ну, кто-то разбежался из монахов. Весть о взятии, наконец, Соловецкого монастыря пришла в Москву уже, когда Алексей Михайлович умер. Он об этом так и не узнал. По всей стране падение Соловецкой твердыни было воспринято, ну, просто это однозначное свидетельство того, что близится царствие Антихриста, что уже подошли к самому пределу. Вот, собственно, после этого и начались массовые самосожжения, уходы в леса, на север. Соловки пали, плохо все. Зима близко. В таких обстоятельствах и Федор Алексеевич, и Софья пытались как-то навести порядок. Но если вы думаете, что-то у нас так и жестоко, и религиозная распри заканчивается кровавым финалом, то я не могу вам не рассказать еще о 2 религиозных столкновениях. Ну, просто как пример, их были сотни того же самого времени. Тоже между сторонниками разных обрядов, между католиками и протестантами. Вот, например, Германия. Земля Саксония-Анхальт. Столица город Магдебург, который все мы знаем, это родина магдебургского права, базовых принципов городского самоуправления, городской демократии. Только в таком контексте его и вспоминаю сегодня в европейских учебниках истории. Но есть еще гораздо более известное историкам понятие, которое называется «магдебургская свадьба». Это как раз 17 век, когда Магдебург – это протестанты. И вот имперская католическая армия, Священная Римская империя, осаждает Магдебург и берет его. Ну, понятно, что город сгорел дотла. 30 000 населения Магдебурга. Мужчин убили всех. Известно только, что монахи спасли, я не знаю, католики, протестанты, католики, наверное, были же нормальные. Они спасли 15 детей, мальчиков, из всех мужчин. Женщин спаслось 5000. Я так понимаю, видимо, их было около 15, если так посчитать. То есть спаслись только привлекательного возраста женщины. Их всех оттащили в лагерь в католическую армию. И началась знаменитая магдебургская свадьба. Многодневная. Понимаете, какая? Так дошло до того, что приехал фельдмаршал имперский и, пытаясь остановить это бесчинство, приказывал хоть кому-то из солдат жениться, чтобы это выглядело хоть как-то прилично. Вот это магдебургская свадьба. Но это не думайте, что католики злые, протестанты добрые. Я могу вам привести обратный пример из той же эпохи. Протестанты режут католиков. Самый у нас пассионарный протестант Кромвель.
Кромвель в Ирландии наводит религиозное согласие, режет католиков-ирландцев. Крепость Драгеда. Население 4000. В живых остается 30. Мы знаем точно это число, потому что их-то и продали в рабство на Барбадос, а в остальных нет. Уинстон Черчилль по этому поводу писал в своей истории Англии. За взятием города последовала столь беспощадная резня, что она потрясла воображение современников даже по нравам того сурового времени. Все были преданы мечу. Никто не избежал смерти. Убивали и священников, и монахов. Кстати сказать, если немцы хоть женщин как-то оставили себе для развлечения, то железнобокие пуритане Кромвеля были людьми принципиальными, строгих нравов. Насиловать католичек – большой грех. Они брезговали, они их всех убили. Вот так. Это о других бунтах. Бессмысленных, беспощадных. В русских бунтах тоже, конечно, было много беспощадного. Я говорил об этом в нашей беседе о Пугачеве. Беспощадного, наверное, много, а бессмысленного не сказал бы. Ведь на самом деле народ других форм, других вариантов регулирования общественного договора, кроме топора, красного петуха, и не имел. Это сейчас хорошо рассуждать, то надо было крестьянам и казакам, обиженным, служилым, нанять адвоката, обратиться в суд, заплатить госпошлину. Суд бы принял справедливое решение. С одной стороны, власть принимала какие-то усилия для справедливого, как хотел Алексей Михайлович, мироустроения и принятия соборного уложения, можно было бы сказать, большой шаг к правовому государству. Но все равно никто не мог избежать насилия, жестокости. Я этого, конечно, ни в коем случае не оправдываю, но хочу сказать, что свой вклад как раз вот в это мироустроение, когда хоть как-то можно жить, все вносили, кто как мог. Правящее сословие, как оно могло, а простой народ давил, чтобы понимали власти, что лучше революция сверху, лучше сверху что-то менять, иначе будет совсем тяжело. Это, кстати, всегда актуально, как мы понимаем с вами, да, не только для 17 века, а для всех времен. Еще о чем хотелось бы сказать. У нас стало модно говорить о том, что бунтажный век – это все, мол, свидетельство слабости молодого русского государства, которое не могло с этим совладать, каленым железом, выжечь это все. То есть сила государства ассоциируется, отождествляется с силой карательно-репрессивных органов. Все эти бунты были от того, что государство русское было слабым. А вы знаете, я подумал, а разве может слабое государство вести многолетнюю войну с лучшими армиями, со шведской, с польской, турецкой, побеждать, отмобилизовывать силы, успешно противостоять соседям, расти, шириться, развиваться, и при этом оно не может справиться с этой Томской республикой? Да нет, конечно, на самом деле не стыкуется. Мне кажется, что можно посмотреть на эту проблему наоборот. То, что так много было бунтов тогда, с которыми так мягко обходились в большинстве своем, отсутствие карательного аппарата, мощного, репрессивного, это как раз свидетельство не слабости, это свидетельство силы государства. Только другой силы. Силы духовной, силы какого-то внутреннего стержня, понимания, кто есть государь, у кого какая роль, кто чем должен заниматься. Поэтому, собственно, репрессивный аппарат большой не требовался, равно как и чиновничек. Власть сидела не на штыках. Помните, как Наполеон говорил, штык – отличная вещь, чтобы захватить власть, но на нем чертовски трудно усидеть. Вот власть 17 века сидела не на штыках. У русских императоров не было охраны до Александра II, которого, кстати, она не защитила. И мы помним с вами, что Николай I каждое утро гулял по набережной рядом с Зимним дворцом с собачкой. И все это знали и раскланивались с ним. А рядом шел один офицер дежурный. Все. В голову не приходило, что императору с охраной. Это что говорит?
слабости репрессивного аппарата Николаевской империи. Не хватало ему штыков, чтобы его сопровождали. А сейчас вот Пашинян ехал на велосипеде здесь по набережной, я смотрел. И сколько там, помните, да? 2 джипа. И себя показывал так, на фоне реки. А там спереди джип, сзади джип, и сбоку 2 джипа, такая коробка с автоматчиками. Неуверенно чувствую себя в Москве. Понимаем. Не всем армянам нравится московская, наверное, политика. Не знаю, не мое дело, не знаю. Не разбираюсь. Это второе соображение. Ну и третье. Есть, наверное, и хорошая новость. О чем свидетельствуют все бунты 17 века, помимо всего прочего. Что понятие ценности человеческой свободы, воли, исконно русская ценность. Там традиционная, цивилизационная, как сейчас модно говорить, духовно-нравственная. Но это ценность. Наша русская ценность. И никогда не было, нет и не будет на самом деле для русского человека ничего ценнее свободы, воли. Кто бы что ни говорил. Бунтажный век это подтверждает. Спасибо вам большое.